Всем большой привет! Сегодня готовлю сырник без выпекания, без муки. Замечательный творожный десерт, который идеально подойдет на завтрак или когда хочется сладкого. Но только такого, которое не навредит фигуре. Вы поняли, максимум пользы и минимум сахара. Основные продукты, которые нужны, это 500 грамм творога. У меня магазинный, обычный творог. 2 столовые ложки желатина, пол-литра молока, столовая ложка с горкой крахмала, 2 яйца куриных, ванильная эссенция или сахар и обычный сахар. Нужно 4 столовые ложки на весь десерт. Небольшое количество молока. Заливаю желатин и отставлю его в сторону, чтобы он пока набухал. Теперь творог, 500 грамм творога магазинного. Я его измельчу вот так вилкой. Превращаю в однородную более-менее структуру. Если у вас есть блендер, пользуйтесь блендером. Тогда у вас десерт получится более однородной структуры. Но без блендера будет не хуже. Далее к молоку добавляю 4 с горкой столовых ложки сахара. Если вы любите более сладкое, тогда добавляйте на 2-3 столовых ложки больше. Размешиваю. Молоко предварительно я подогрела, такое теплое у меня, чтобы сахар лучше растворился. Сюда же 2 яйца и полная столовая ложка с горкой крахмала. Сначала размешиваю ложкой, а потом венчиком. Все переливаю в сотейник. Огонь на данном этапе максимальный, никуда не отхожу, постоянно помешиваю. Масса начинает загустевать. Как только появляются первые пузыри, вот, добавляю ванильную эссенцию 5-6 капель или же пакетик ванильного сахара. Все перемешаю, сразу же снимаю с огня, чтобы ничего не пригорело, отставляю в сторону. На 1-2 минуты отставляю в сторону, чтобы немного подостыл крем. По сути, заварной обычный крем. Прошло 2 минуты. Теперь сюда же добавляю набухший желатин, который мы залили молоком. Можно, конечно, его растопить на водяной бане или в микроволновке импульсами, но так быстрее и разницы особой нету. И теперь ввожу эту такую горячую массу в творог. Стараюсь хорошо перемешать все венчиком. Крупинки тут остаются. Если у вас есть блендер, пользуйтесь блендером, тогда десерт будет однородной структуры. Для того, чтобы эти творожные крупинки не чувствовались, добавляю 3 столовые ложки кокосовой стружки. Все хорошо перемешиваю. Теперь форму, в которой будет застывать десерт, выстелила пищевой пленкой. Разравниваю и сверху накрываю еще пищевой пленкой, чтобы никакие запахи посторонние туда не попали. Десерт простоял ночь в холодильнике. Благодаря пищевой пленке его очень легко достать из формы. Десерт замечательно держит форму. Украшать буду кокосовой стружкой и плитка шоколада молочного у меня и ягоды черники. Плитку шоколада я залила кипятком, чтобы шоколад растаял. Обсыпаю бока кокосовой стружкой и еще дополнительно хочу украсить молочным шоколадом. Срезаю уголок из упаковки и украшаю молочным шоколадом. Ягодки черники украшать вы можете на свой вкус. Шоколад не обязательно использовать, но можно просто обсыпать кокосовой стружкой. Теперь разрежу десерт и посмотрим, какой он получился внутри. И попробуем. Шоколад у меня еще полностью не застыл, но это не страшно. Вот, посмотрите. Десерт замечательно смотрится в разрезе. Попробую. Такой он в меру сладкий, не приторный. Даже такая неоднородная структура с этими творожными крупинками и кокосовой стружкой внутри делают его таким интересным на вкус. Сразу и не поймешь, что это творог, и тут много творога. Полезный, вкусный десерт, идеальный завтрак готов. Если у вас нету блендера или духовки, то этот десерт точно для вас. Очень надеюсь, что рецепт пришелся вам по душе. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока!